Всем привет! С вами Катерина. Добро пожаловать на канал Атмосфера уюта. Это первая часть из серии мастер-классов по вязаному оленю. В этом видео свяжем только вот эту основу головы. Мастер-класс подробный, поэтому его разбила на несколько частей. Сначала мы свяжем вот эту часть, ротик, деталь отдельно, и потом начнем вязать саму основу головы. Начнем вот с этой части. Для работы нам понадобится пряжа нескольких цветов: коричневая, синяя, голубая — это туловище, красная пряжа — это нос оленя, черная пряжа — это рожки, белая — глаза, и белая пряжа пушистая понадобится для декоративных вставок на олене. Если такую не найдете, можно будет использовать обычную белую, но будет смотреться не так эффектно. Нитки я использую, которые продаются на вес в пасмах, в скрутке 3 нити, то есть они плотные. Черные и белые нитки у меня в 2 скручивания, поэтому мне понадобится 2 крючка. Один 4,5. Основную часть оленя я буду вязать, а глаза и рога я буду вязать крючком 4 миллиметра. Также нам понадобится проволока для подвижных частей оленя. Для работы с проволокой понадобятся бокорезы и круглогубцы. Для пришивания деталей иголочка с большим ушком и обычные пришивные пуговки, чтобы сделать глазки. Вязать оленя начинаю с головы. Крючком 4,5 мм коричневой пряжей. Сначала свяжем деталь ротик. Делаем кольцо амигуруми любым удобным вам способом. Фиксирую воздушной петелькой и набираю в него 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Плотно затягиваем кольцо, переходим на второй ряд. Для удобства можете использовать любую контрастную нить в качестве маркера, чтобы понимать, где конец и начало ряда. Во втором ряду в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. Делаем прибавки. В первую петлю 1 и второй столбик без накида в эту же петельку. В следующую петлю также делаем прибавку 1 и второй столбик. Вторая прибавка, в следующую петлю третья прибавка, первый и второй столбик, четвертую петлю 1 и второй столбик без накида, пятую, первый и второй, и в шестую петельку 1 и в эту же петлю второй столбик без накида. Довязали второй ряд до конца, перекидываем маркер. В кругу сейчас 12 петель. Переходим на третий ряд, вяжем по схеме: столбик без накида, прибавка, столбик без накида и прибавка. Провязываем 1 столбик без накида, следующую петельку 2 столбика без накида, первый и в эту же петлю второй столбик без накида. Далее 1 столбик без накида, в следующую петлю 2 столбика без накида, первый и второй. Таким образом вяжем до конца ряда. Столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Довязываем третий ряд до конца. Перекидываем маркер. В кругу сейчас 18 петель. Переходим на четвертый ряд. Вяжем по схеме 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида, прибавка. Провязываем первый и второй столбик в следующую петлю. Далее провязываем в одну петлю 2 столбика без накида, первый и второй столбик в одну петельку. Далее 2 столбика без накида подряд, первый и
второй. Опять делаем прибавку. Таким образом вяжем до конца ряда. Довязываем 4-й ряд до конца. Прикидываем маркер. Далее вяжем по спирали без изменений 3 ряда. Это получается 5, 6 и 7 ряды. Провязываем просто столбиками без накидов. Не довязывая 2 петель до конца 7 ряда, убираем маркер и последнюю петлю выводим вовнутрь. Отрезаем ниточку, затягиваем, прячем хвостик вовнутрь и складываем пополам. В процессе работы над головой мы будем ввязывать ротик в голову. Можно и пришить, но проще будет сразу вязать. Начинаем вязать голову. Делаем цепочку из 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 4, 5 и 6. Во вторую петлю от крючка, 1, 2, вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю цепочки вяжем 2 столбик без накида. И в следующую петельку также 1 столбик без накида провязываем. Цепляем за одну грань, потому что по второй грани мы будем вязать также круговыми рядами. И в последнюю петлю цепочки провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и в эту же петлю 3 столбик без накида. Теперь вяжем по обратной стороне цепочки 3 столбика без накида подряд. 1, следующую петельку, 2 и 3 столбик без накида. Далее вяжем прибавку такую же, как с этой стороны. 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Это мы провязали первый ряд. Теперь также прокладываем маркер для удобства отсчета рядов и переходим на второй ряд. Вяжем по схеме 3 столбика без накида, затем будем делать прибавки. Провязываем. Первый, 2 и 3 столбик без накида. Далее делаем 3 прибавки подряд. Каждую петлю по 2 столбика без накида. 1 и в эту же петельку 2 столбик без накида. В следующую петлю также 2 столбика без накида, 1 и 2 и 3 раз, 1 и 2 столбик без накида в одну петлю. Далее вяжем 3 столбика без накида подряд. 1, 2 и 3. Затем делаем прибавки. Каждую петлю по 2 столбика без накида 3 раза. 1 и 2 столбик в одну петлю. Следующую петлю 1 и 2 столбик без накида. И в третью петельку 1 и 2 столбик. Довязали второй ряд. В кругу должно получиться 12 столбиков без накида. Перекидываем маркер, переходим на третий ряд. Провязываем согласно схеме 4 столбика без накида подряд. 1, 2, 3 и 4. Далее повторяем прибавки. Провязываем
в одну петлю первый и второй столбик без накида, прибавка. Далее вяжем 1 столбик без накида в одну петлю, повторяем прибавку, первый и второй столбик в одну петельку, далее 1 столбик без накида в одну петлю и прибавка, первый и второй столбик без накида в одну петлю. Далее по схеме вяжем 4 столбика без накида подряд. Первый, второй, третий и четвертый. Теперь также повторяем прибавки, как и с этой стороны. В одну петлю 2 столбика без накида. Первый и второй столбик в одну петлю. Затем прибавка, 1 столбик без накида в одну петлю. Далее вяжем прибавку, первый и второй столбик без накида в эту же петельку, 1 столбик без накида в следующую петлю и следующую петлю прибавка, 1 и второй столбик без накида в одну петлю. Провязали, перекидываем маркер. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Также по схеме повторяем прибавки. Следующую петлю 2 столбика без накида, 1 и второй столбик в одну петлю, затем 2 столбика без накида подряд, первый и второй, затем опять повторяем прибавку, в одну петлю 2 столбика без накида, первый, второй, далее опять 2 столбика без накида подряд и прибавка, 1 и второй столбик в эту же петлю. Далее вяжем 5 столбиков без накида подряд, 1, 2, 3, 4, 5 до следующей прибавки. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Повторяем прибавки так же, как с этой стороны. Следующую петлю 2 столбика без накида, первый, второй, затем вяжем 2 столбика без накида подряд, 1, 2, повторяем прибавку, 1 и второй столбик без накида в эту же петлю, опять 2 столбика без накида подряд, первый и второй, заканчиваем 4-й ряд прибавкой, в одну петлю 2 столбика без накида. Довязали 4-й ряд, в кругу 30 петель, перекидываем маркер, начинаем вязать 5-й ряд. По схеме вяжем 6 столбиков без накида подряд, первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Далее повторяем прибавки, в одну петлю 2 столбика без накида, первый и в эту же петельку второй столбик, затем 3 столбика без накида подряд, первый, второй и третий, прибавка, 1 и второй столбик без накида в эту же петлю, затем 3 столбика без накида подряд, первый, второй, третий и прибавка, 1 и второй столбик без накида
в эту же петлю. Далее вяжем 6 столбиков без накида подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Прибавка в одну петлю 1 и второй столбик без накида. 3 столбика без накида подряд. Первый, второй, третий, прибавка 1 и второй столбик в эту же петельку, в эту же петлю. 3 столбика без накида подряд. Первый, второй и третий, и прибавка 1 и второй столбик в одну петлю. Перекидываем маркер. Сейчас в кругу 36 петель. Переходим на 6 ряд, вяжем 7 столбиков без накида подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее вяжем прибавку 1 и второй столбик без накида в эту же петлю. Затем вяжем 4 столбика без накида подряд. Первый, второй, третий, четвертый. Повторяем прибавку 1 и второй столбик без накида в одну петлю. Далее 4 столбика без накида подряд. Первый, второй, третий и четвертый. Прибавка 1 и второй столбик без накида в одну петлю. Далее по схеме вяжем 7 столбиков без накида подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Повторяем прибавку 1 и второй столбик без накида в одну петлю. Далее вяжем 4 столбика без накида подряд. Первый, второй, третий, четвертый. Повторяем прибавку в одну петлю 2 столбика без накида. Первый и второй. Далее 4 столбика без накида подряд. 1, 2, 3, 4. Шестой ряд заканчиваем прибавкой 1 и второй столбик без накида в одну петлю. Довязали шестой ряд до конца, перекидываем маркер, далее вяжем по спирали без изменений 7 рядов. Получается с 7 по 13 ряд включительно. Довязываем 13 ряд до конца, перекидываем маркер. На этом ряду я буду ввязывать ротик. Переходим на 14 ряд и провязываем 14 столбиков без накида подряд. Первый, второй, третий, 12, 13 и 14. Вот так наша деталь мордочки сейчас выглядит. Рот у нас на боку.
Если хотите сделать посередине, тоже не проблема, провяжите еще несколько столбиков и сделайте ровно посередине. Но здесь, мне кажется, смотрится намного интереснее. Наша сложенная деталька пополам. Теперь будем ввязывать ее в работу. То есть также столбиком без накида, только будем цеплять за 3 стенки. То есть 2 стенки рта и 1 стенка головы. Проводим сначала за обе стенки ротика за уголок, затем вводим крючок в следующую петлю, это будет 15 петля, точнее 15 столбик без накида, вытягиваем рабочую петельку через все петли и провязываем столбик без накида. Это 15 столбик. Далее также 2 стенки ротика, 1 стенка головы, 16, далее 17, 18, 19, 20. Ну, думаю, уже понятно, как присоединять. И таким образом вяжем до конца ряда столбиком без накида. Довязываем 14 ряд до конца, перекидываем маркер. На 15 ряду нужно будет делать 4 убавки по бокам мордочки. Здесь 2 и с этой стороны 2 убавки. Начинаем вязать 15 ряд, провязываем подряд 7 столбиков без накида. 1, 2, 6 и 7. Далее делаем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Далее по схеме вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. Также заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Провязали вторую убавку. Далее вяжем подряд 12 столбиков без накида. 1, 2, 11, 12. Делаем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Далее вяжем подряд 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. 4-ю убавку провязали. До конца ряда у нас 5 столбиков без накида. Довязали 15 ряд, перекидываем маркер, переходим на 16 ряд. Провязываем 7 столбиков без накида подряд. 1, 2, 6 и 7. Делаем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Далее вяжем 4 столбика без накида до следующей убавки. 1, 2, 3 и 4. Повторяем убавку.
Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Далее вяжем до следующей убавки 11 столбиков без накида. Первый, второй, 10 и 11. Повторяем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. До следующей убавки 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый столбик без накида. Повторяем убавку, провязываем 2 столбика без накида вместе. До конца ряда у нас 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Довязали 16 ряд до конца. В кругу сейчас 34 петли. Переходим на 17 ряд. Вяжем столбиками без накида до убавки. Провязываем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Повторяем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Далее вяжем 3 столбика без накида подряд до следующей убавки. Первый, второй, третий. Повторяем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Далее до следующей убавки провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, 9 и 10. Повторяем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. До следующей убавки 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Повторяем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязали вместе. До конца ряда 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Довязали 17 ряд до конца. Перекидываем маркер. В кругу сейчас 30 петель. Далее вяжем по спирали без изменений 7 рядов с 18 по 24 ряд включительно. Довязываем 24 ряд до конца. Вытягиваем петельку подлиннее. На этом этапе нужно наполнить мордочку, голову практически полностью, потому что сейчас мы начнем сужать и подобраться к началу будет тяжело. Берем наполнитель и плотно наполняем часть головы. Убеждаемся, что плотность наполнения нравится, но должно быть плотно, чтобы при стирке олень не потерял форму. И продолжаем вязать. Переходим на 25 ряд. На этом ряду нужно будет сделать 6 убавок. Начинаем с убавки. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Далее вяжем 3 столбика без накида подряд. Первый,
второй, третий. Далее опять делаем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика, провязываем вместе. Далее 3 столбика без накида подряд. Таким образом, согласно схеме, вяжем до конца ряда. 1 убавка, 3 столбика без накида подряд до конца ряда. Довязываем 25 ряд, перекидываем маркер. В кругу сейчас 24 петли. Переходим на 26 ряд, вяжем по схеме. 1 убавка, 2 столбика без накида. Провязываем 2 петли вместе, убавка. Далее 2 столбика без накида подряд. Первый и второй. Затем опять провязываем убавку. 1 и второй столбик провязываем вместе. Далее 2 столбика без накида подряд. Таким образом вяжем до конца ряда. В кругу получится 18 петель. Довязали 26 ряд до конца. Перекидываем маркер. Переходим на 27 ряд, вяжем по схеме. 1 убавка, 1 столбик без накида. 1 убавка, 1 столбик без накида. Опять вяжем убавку. Далее 1 столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. Довязали 27 ряд, вытягиваем петельку. Отверстие уже сильно сузилось. На этом этапе наполним практически полностью голову. Голову я наполнила. Убедитесь, что плотность наполнения вам нравится. И если все хорошо, переходим на 28 ряд. Делаем 6 убавок подряд. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика. Провязываем вместе. Далее опять делаем убавку. Вяжем убавки до конца ряда. В кругу получится 6 петель. Довязали 28, убираем маркер. Остаток петель мы зашьем с помощью иголки. Но я еще немного наполню голову, чтобы не оставалось пустот. С помощью крючка полностью наполняем голову. Отрезаем ниточку, вытягиваем и с помощью иголки с большим ушком зашиваем оставшиеся отверстия. Убираем наполнитель, если он попался. Закрепляем нить и прячем конец нитки внутри игрушки. Отрезаем ниточку. Основа головы готова. Вот так она сейчас выглядит на данном этапе. Отверстия не видно. В следующем видео продолжим делать голову оленя. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.